Хай, это Гличи. Бар — это место удивительной романтики. Речь, конечно, не о забитом людьми месте на центральной улице города. Речь о том самом баре, который находится за поворотом. Делая буквально пару шагов от дома, ты спускаешься в тускло освещенный подвал, где открытой дверью тебя встречает знакомая девушка в строгом костюме, методично протирающая стаканы белоснежной тряпкой. В взгляде бармена ты чувствуешь проницательность. Воздух окутан легкой меланхолией. Музыка плавно вальсирует с твоим умиротворенным состоянием. Каждый вечер пятницы ты встречаешь здесь, в месте, где тебя выслушают, поймут и примут таким, какой ты есть, со всеми твоими бедами и горестями. Этот бар называется VA11 Hall A, или попросту Вальхалла. Не буду дергать Джилл за косички, ведь сегодня ты узнаешь, почему Вальхалла — это одна из лучших визуальных новелл современности, почему разливать напитки за барной стойкой — это очень даже весело, и как Вальхалла может стать твоим личным психотерапевтическим сеансом. Усаживайся поудобнее. Сегодня можешь налить себе чего-нибудь покрепче. Пришло время мешать напитки и менять жизнь. Добро пожаловать в Вальхаллу. Итак, что же такое Вальхалла, спросишь ты, зритель? А я отвечу. Вальхалла — это визуальная новелла в сеттинге киберпанка. Но с ней не все так... Ладно, с ней все так просто. Жанровая принадлежность игры достаточно прямолинейная. Первое время именно геймплейная составляющая меня и отталкивала. А это, кстати, с учетом того, сколько я провел времени в бесконечном лете. Только не спрашивайте, ладно? Однако сегодня я здесь, чтобы развеять твои сомнения и рассказать об этой игре побольше. Говоря о Вальхалле, весь ее игровой процесс выглядит следующим образом. Знакомься с клиентами, мешай коктейли, заводи друзей. Еще одна игра без геймплея на моем канале. Ты играешь за Джилл, бармена в заведении с символичным названием, и пытаешься угодить самым разношерстным клиентам. Однако выражаться адекватным языком умеют явно не все человеческие особи. Ну и нечеловеческие, мы в сеттинге киберпанка, не забывай. Поэтому одной нужно чего-то послаще, другому что-то горькое, третьему вообще 17. Нет, постойте, он совершеннолетний, вы все неправильно поняли! Ну а тебе, как профессионалу, нужно с помощью удобного барного интерфейса удовлетворять любые алкогольные потребности твоих посетителей. Что же касается самого интерфейса, то в твоем распоряжении есть шейкер, 5 видов ингредиентов и барная карта, в которой указано, сколько и чего стоит добавить в коктейль, нужно ли добавить лед, дать напитку настояться или вовсе сболтать его до потери жидкостного пульса. Среди ингредиентов наибольший интерес представляет карматрин, синтетический пищевой спирт, который никак не влияет на вкус и лишь повышает шанс довести клиента до кондиции абсолютного беспамятства. Таким образом, напиток с опциональным содержанием карматрина ты можешь как подать безалкогольным, так и сделать настоящим аналогом чистого спирта. Эта механика не что иное, как завуалированная система выборов и твой способ влиять на игровой процесс. Ты можешь напоить лайвстримершу и надеяться, что она покажет тебе что-нибудь эдакое, напоить до отключки надоедливую женщину, которой всего лишь-то не нравится, что она проснулась в баре, от которого пахнет мылом и собачьей мочой. В конце концов, ты можешь напоить ребят... Да я сказал же, что это шутка, не надо самому мыть руки! А можешь просто подавать клиентам напитки, которые им нравятся. И да, это тоже механика принятия решений. Поскольку, знаешь, бывает такое, когда человек приходит и думает, что ему нужно это, а ему нужно не это. Бармен, он как врач, лекарь души, который сам лучше знает, что его клиенту нужно в тяжелой жизненной ситуации. Например, от печали может помочь любимый коктейль. Ты же знаешь, какой у твоего клиента любимый коктейль? А ведь он тебе говорил... И таким вот образом, смешивая коктейли и общаясь с новыми клиентами, ты отработаешь 19 игровых дней. Подожди. Сколько? 19? Да, 19. Я и сам ужаснулся впервые, когда увидел это число. Однако эти дни пройдут быстро. И под конец, вероятно, ты даже начнешь испытывать некую тоску, словно дочитываешь любимую книгу. А что будет дальше? Что будет после нее? Ставь лайк, если тоже читал Тихий Дон и плакал в конце как сука последняя. Что особенно приятно в системе выборов в Вальхалле, так это то, что вместо кучи бестолковых и бесполезных выборов по типу «пойти на пляж к девочкам» или «двум голубоглазым инженерам», как я сюда попал, блять, в такую ситуацию? Каждая игровая ситуация здесь моделирует выбор в той или иной степени. Иногда он просто до одурения, особенно если Джилл сосредоточена на работе, а иногда требует от тебя интуитивного подхода.
хорошей памяти или даже креатива. Я просто напомню. 17. И да, кстати, по поводу сосредоточенности на работе. Джилл, помимо прочего, может еще и сводить так называемый distraction. Если ты не купишь ей постер тогда, когда ей этого захочется, вентилятор, которого очень сильно не хватает дома, блять, в декабре, где героиня все время греется под катацу. Ну или, в конце концов, подписку на местный Pornhub Premium. Суть этой механики в том, что при отсутствии выполнения финансового требования, вместо того, чтобы запоминать, что говорят клиенты, наш горе-бармен будет думать о том, как же ей теперь быть хорни бесплатно, что может неплохо так заруинить подбор напитка. Особенно если клиент решит напрямую не говорить о своих предпочтениях. В конце концов, ты можешь попросту пропустить нужную тебе реплику, и тогда придется варить наугад. Вернемся к выборам. На что же они влияют? О, мой друг, здесь мы подошли с тобой к тому, что я называю идеальной визуальной новеллой. Итак, что же такое идеал? Ладно, в пизду эти вступления, перейду к сути. Визуальная новелла как жанр — это в первую очередь значительный уклон игры в литературный аспект. В видеоигре самое главное — это ее игровой элемент, ее интерактивность с пользователем, сам процесс игры. Литература же, по крайней мере эпическая, опирается в первую очередь на повествование определенной истории. Представить игру без сюжета можно, а вот проза к таким штукам, как правило, не тяготеет. В этом и заключается идеальность Вальхаллы как визуальной новеллы, ее уклон в сюжет и историю. Для разработчиков все остальные элементы вторичны, важна лишь глубина проработки сюжета. И на это влияешь именно ты, мой зритель. Собирая пазл по крупицам, ты открываешь себе доступ к сердцам персонажей. Именно ты своими ловкими руками даешь внутриигровым спрайтам жизнь. Создаешь для них такую доверительную атмосферу, что все, наболевшее в груди, оказывается высказано за барной стойкой. Я просто размышлял о том, сколько пользы может принести ложь. Ведь даже самые честные люди иногда врут. Ложь может выиграть тебе время. Ложь может сделать тебя счастливым. В конечном итоге реальность обрушится на тебя. Но до тех пор ложь может дать тебе что-то значимое. У меня к тебе вопрос, зритель. Без чего сложно представить современную визуальную новеллу? О сюжете мы еще поговорим. А сейчас обратим внимание на другую неотъемлемую составляющую жанра – персонажи. На протяжении игровой истории твой бар будут посещать самые разношерстные посетители, среди которых есть люди, местные андроиды под названием Лилим, собаки, мозг в ебучей банке и как минимум одна необычная сущность, имеющая весомое значение для сюжета. Всего их и других упоминаемых персонажей в игре около 40, однако только половина посещает бар физически. При этом значимых для сюжета постоянных гостей не так мало, аж целых 10. Тем не менее, практически каждый значимый персонаж имеет прописанную с удивительной глубиной историю. В их рассказах ты нередко услышишь упоминания значимых для них людей, событий, которые повлияли на их текущую жизнь, а некоторые из персонажей и вовсе знакомы друг с другом косвенно или напрямую. Тем не менее, что особенно характерно, каждый из них приходит к тебе в бар далеко не как чистый лист. Это взрослые, как правило, сформировавшиеся личности, пережившие свои трагедии, моменты взлета и упадка, а ты, что обычно не свойственно визуальным новеллам, играешь роль наблюдателя, заставшего персонажей на своем определенном жизненном отрезке. Давай с тобой ненадолго отвлечемся на немного неожиданный референс. Такой подход к формированию истории и представлению персонажей напомнил мне культовое аниме 98 года «Ковбой Бибоп». Его уникальность повествования заключается в том, что герои предстают зрителю не растущими в процессе истории. Их драма уже произошла за кадром, вне твоего взора. Каждый из центральных персонажей аниме находится на перепутье, и для него космический корабль Бибоп дарует свое место под солнцем. История героев же, в свою очередь, раскрывается для зрителя через флешбеки и упоминания, складываясь постепенно в единый пазл. Ввиду отсутствия экшена на момент истории, тон повествования становится достаточно размеренным и плавным, с нотками меланхолии, отчего зрителю при просмотре удается расслабиться и медленно погрузиться в глубокий нарратив. Этот невозмутимо долгий референс был неспроста, мой друг, ведь VA11 Hall A использует буквально ту же самую формулу. Сам по себе сюжет протекает в новелле точно так же, только для персонажа игры роль Бибопа выполняет бар Вальхалла. Ты ведь уже уловил весь символизм названия бара, мой зритель? Немного справки. Вальхалла — это зал павших в бою воинов из скандинавской мифологии, который при этом не является аналогом рая. Бог Один таким образом создал некое убежище, промежуточный пункт, где воины набираются сил и тренируются перед заключительной битвой — Рагнарёком. Если где-то допустил ошибку, знатоки, исправьте в комментариях. Однако, прошу заметить,
Один создал Вальхалу, так же как Данна создала бар Вальхала. Один пожертвовал глаз, а Данна руку. Джилл и Гил — это валькирии бара Вальхала. А еще в скандинавской Вальхале воины жестко накидываются медом. И вообще Глич-Сити ждет ебучий хаос и Рагнарёк. Так что кто куда, я быстро писать на Reddit новую теорию заговоров. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. Ладно, шучу. И про Рагнарёк тоже шутка. Вернемся к видео. Бар Вальхала — это убежище, в котором уставшие от жизненных тяжб гуманоиды приходят поговорить по душам. Их истории открываются тебе постепенно, мой дорогой зритель, формируя удивительный неоднородный пазл. Кстати говоря об историях, безусловно, хочется упомянуть главную героиню. Обходя спойлеры, они будут ближе к концу ролика, скажу лишь, что история Джилл тронула меня больше всего. Ее драму я прочувствовал не меньше, чем драму Спайка Шпигеля, протагониста Ковбоя Бибопа. Напоследок, закрывая сегмент о персонажах и особенностях повествования, упомяну местный язык. Я играл на английском и тебе строго рекомендую, если ты, конечно, им владеешь хотя бы на B2 уровне. Язык в Вальхалле очень колоритный, персонажи узнаются по репликам моментально. Тут многие активно используют сленг, разговорные и фразовые конструкции. Причем, по сути, каждый персонаж имеет свой уникальный языковой портрет. Гил, например, говорит коротко и сухо, в то время как речи Дороти и Альмы очень эмоциональны. Джилл постоянно иронизирует как над другими, так и над собой. Ну а Донован Доусон — это вообще песня «Брэд». Барная атмосфера в целом развязывает языки многим персонажам, поэтому различные грубости и подтрунивания тут тоже имеет место быть. В общем, как игру для прохождения на английском советую максимально. Читается легко, задорно, вполне себе похоже на душевные разговоры в баре на современном английском языке. Надеюсь, все это передали в неофициальном переводе. Если нет, обязательно напиши в комментариях. Подводя промежуточный итог, отмечу, что Вальхалла — это весьма качественное произведение игровой литературы. Сама формула повествования и система персонажей формирует уникальный экспириенс постепенного знакомства и медленного погружения в сюжет. Однако постой, а что за сюжет? Почему прошло 12 минут ролика, а я все еще не знаю, о чем вообще игра? Здесь мы переходим к нашей заключительной главе, которая заполнит оставшиеся бокалы моего повествования смыслом. Но вот какие они будут на вкус, зависит только от тебя. Так что перейдем к изучению нашей энциклопедии человеческих отношений. Слушай, Солнце, как ты понимаешь, что реально? Как ты определяешь, что вещи, которые ты видишь, настоящие? Как ты можешь утверждать, что события вокруг действительно происходят? Кто сказал тебе, что мир вокруг не подделка? Откуда мне знать, что я не просто компьютерная симуляция? Следующий сегмент ролика содержит спойлеры средней степени, упоминание некоторых сцен и анализ персонажей. Они не испортят тебе впечатление от игры, но если ты уже точно решил, что хочешь пройти игру сам, то закрывай видео прямо сейчас и запускай Вальхаллу. Либо можешь перемотать на этот тайминг. Даю тебе 5 секунд, и мы вернемся к видео. В Вальхалле нет сюжета в привычном понимании. Однако, точнее будет сказать, что он имеет завуалированный характер, который мы определим как скрытый сюжет. Что такое скрытый сюжет? Это такая форма организации повествования, где важные события и исторические моменты происходят вне поля зрения наблюдателя. Они могут упоминаться в диалогах или подаваться через намеки. Сюжет в таких произведениях является подтекстом происходящего, из-за чего складывается ощущение, как будто ничего не происходит. Примеров в культуре довольно много. Neon Genesis Evangelion, где реальный значимый сюжет скрыт за меха-экшеном, Ковбой Бибоп, где значимые события либо произошли до основы повествования, либо происходят без упоминания и сыграют свою роль в нужный момент истории. В конце концов, «Вишневый сад» Антона Павловича Чехова обрел культурную значимость именно из-за мастерски завуалированного повествования. Скрытый сюжет в Вальхалле можно разделить условно на две составляющие – невидимый сюжет и предыстория. Чтобы было проще, давай представим это графически. Вот здесь у нас основная, явная сюжетная линия Вальхаллы. Буквально 19 дней работы в баре и того, что происходит в его стенах, на глазах у героя-рассказчика, коим выступает Джилл. Параллельно этой линии нарисуем линию так называемого невидимого сюжета. Это события, которые происходят с жизнями героев и самим Глич-Сити. Они имеют большое значение для всех персонажей истории, однако происходят за стенами бара, из-за чего мы, как и Джилл, можем лишь свидетельствовать о них из рассказов других персонажей, новостных статей, личных блогов и тредов на имиджборде. А вот здесь у нас располагается предыстория, включающая в себя различные эпизоды из жизни значимых героев Вальхаллы. Особенное значение тут имеет предыстория Джилл, однако поговорим об этом немного позже. Невидимый сюжет в Вальхалле имеет весьма интересный подтекст. Герои сталкиваются с различными внутренними и внешними конфликтами,
признанием себя, семейными разбирательствами, конфликтами с окружающими и так далее. Вкупе с этим в городе Глич-Сити процветает преступность, качество жизни стремится к минимуму, мэр хвастается тем, что ест такую роскошь, как куриное, мясо, силовые структуры вживляют гуманоидов-нанороботов для тотальной слежки, что, как вы можете догадаться, может не очень хорошо закончиться для некоторых биологических существ. Хочешь узнать, на что в сюжете игры это влияет? Не на да, на все, вообще на все. Просто представь себя на месте жителя подобного места. Твоя жизнь находится под постоянным надзором. По улицам без оружия лучше вообще не ходить. А на работе тебя каждый день поливают грязью и осуждают за несоблюдение дедлайнов. Ну и поздравляю, теперь ты понурая пизда из новостного агентства. Общий уровень стресса приводит всех героев в бар, рассказывать о своих проблемах, печалях и страхах. Конечно, они не говорят тебе о том, как тяжело жить в этом городе, ведь такие вещи, как произвол власти и коррупция, стали для них нормой. Жизнь, или лучше сказать угасание жизни, в Глич-Сити происходит постепенно. И ты узнаешь об этом отовсюду понемногу, но при этом ниоткуда конкретно. Для Джилл же события снаружи не столько важны, поскольку ее душу терзает нечто иное. И здесь мы подбираемся к тому, а как вообще так получается, что в игре, в которой ничего не происходит, происходит так много. Вальхалла – настоящее царство ненадежных рассказчиков. Любая история из жизни и события извне передается через субъективную призму. Даже новостные статьи пишут люди со своим дохуя важным мнением, чего уж говорить о наших любимых постоянниках, которые делятся сокровенными воспоминаниями из далекого прошлого или недавно произошедшими с ними событиями. Но самый ненадежный рассказчик – это Джилл. Джилл – это олицетворение эскапизма и рационализации. Помимо того, что она не рассказывает о значимых эпизодах своего прошлого окружающим, она даже боится упоминать его в своих мыслях. Джилл не хочет вспоминать детали травматических эпизодов в своей жизни. Она лишь бездумно винит себя в ошибках прошлого. Знаешь, зритель, я и сам был Джилл когда-то. Я находился в позиции вечно убегающего от своей тени хомячка. Возможно, ты и сам знаешь людей, которые сталкивались с такими проблемами, а может, живут с ними и по сей день. В Вальхалле можно встретить целый спектр психологических проблем, которые загоняют персонажей в угол. А бар, принимая их всех, формирует настоящую энциклопедию человеческих отношений. Герои приходят, садятся за стол, и на какой-то день разговоров в попытках отвлечься от проблем, наконец-то выкладывают эти самые проблемы за барной стойкой. Проблемы любовных отношений, поиска своего места в жизни, недоверия к людям, дереализации, экзистенциального кризиса, чувства вины и утраты. Это лишь небольшой перечень тем, которые поднимаются персонажами истории. И каждый из них доверяет свои тяжбы Джилл, самому закрытому психотерапевту в истории видеоигр. Вот почему сцена на балконе доводит до слез. Там ничего не происходит. Два персонажа просто общаются под меланхоличную музыку. Но сам процесс разделения эмоций с окружающими, каша из проблем, скопившаяся в голове за долгие годы, все это до боли знакомо любому человеку. И это делает сцену с минимальным количеством сюжетного экшена максимально эмоциональной. Следующий сегмент ролика содержит грубые спойлеры и может испортить впечатление от игры. Тайм-код на экране. Зритель предупрежден. Безусловно, ключевое место в сюжете Вальхаллы занимает личная история Джилл. И она неспроста скрыта от зрителя. Тебе известно все то, что видит и о чем думает героиня. И о Леноре, своей экс-возлюбленной, она старается думать как можно меньше. Психологические аспекты и тут имеют немалое значение, чего стоит до сих пор неоткрытое загадочное письмо. Сама мысль о его содержании пугает протагониста. Ты наблюдаешь Джилл в процессе строительства кокона, в котором есть место лишь коту, а остальным знать о проблемах героини не дано. Не говоря о том, что какие-либо сексуально-романтические отношения ее тоже не интересуют, ведь это требует доверия своих проблем окружающим. Скрытый сюжет в Вальхалле – это не только прием повествования, но еще и элегантное олицетворение эскапизма Джилл. И это правда сильно похоже на историю Спайка Шпигеля. Я прям уверен, что разработчики вдохновлялись этим тайтлом, это не может быть совпадением. Однако именно смерть Леноры является катализатором изменений и, по сути, центральной проблемой в сюжете игры. Вечно убегать невозможно, и однажды придется столкнуться с пониманием того, что все кончено. Слова «прости» не сказаны. Жизнь Леноры разбилась, как брошенная в пыл ссоры ваза. Ты чувствуешь, что эта история звучит как цельный сюжет? Лично я – да, и ведь самое интересное, что отношения Джилл и Леноры только упоминаются, а не подаются через прямое повествование. Кульминационным моментом для сюжета становится вскрытие письма, в котором вместо ужасающего компрометирующего содержания оказалось лишь одно слово.
То самое, которое не успела сказать Джилл. Прости. А теперь, зритель, пронесись по своим воспоминаниям о том, что ты видел ранее, так же, как это делает Джилл, читая письмо. Чувствуешь? Негодование. Как можно было бояться письма, в котором было всего лишь извинение? Как можно было игнорировать его столько времени? Как бы изменилась история, если бы Джилл прочла письмо сразу? Если эти мысли возникают в твоей голове, поздравляю, ты в фазе торга, в которой находилась Джилл после новости о смерти Леноры. В конечном счете она принимает все как есть, хоть и скрипя сердце. Ведь у нее теперь есть Гэби, которой так же, как и Джилл, нужна опора. Ее решение идти дальше в этой ситуации – это, вероятно, самый ответственный шаг главной героини за всю ее жизнь. То, что меня тронула эта история, ничего не сказать. Некое ощущение опустошенности, конечно, присутствовало, но кадры концовок сильно меняют коннотацию эндинга. Джилл нашла себе друзей и вышла из кокона, даже побывав на концерте Айдола, который еще и песню про нее сочинила. Блять, я плакал навзрыд от этой сцены, серьезно. Но это еще не все, что я хотел осветить в этом сегменте. Ключевым персонажем в истории игры Valhalla является Анна. Далее последует настоящая шизотеория, поскольку разработчики игры четких объяснений появлению Анны в жизни Джилл не дали, поэтому я решил построить свою гипотезу. В истории она выступает двойником Джилл, ведь ранее у Анны была близкая подруга в госпитале, которая после тяжелой операции скончалась. Для Анны эта смерть была внезапной, и она вступила в долгосрочную фазу торга, потому что не успела даже попрощаться. Однако, если в начале истории Джилл скорее избегает Анну и отгоняет ее от себя подальше, то смерть Леноры в корне меняет ситуацию. По сути, она становится некой заменой Леноры для Джилл, даруя ей возможность справиться с утратой. Так же, как и для Анны, Джилл становится единственным человеком, с которым можно поговорить. Анна – это потрясающее олицетворение воспоминаний о человеке, которого мы утратили. Настолько изысканно подать проблемы смерти в произведении через детали скрытого сюжета – это просто меня поражает. Ведь для игрока, по сути, только ближе к концу истории становится понятно, о чем она на самом деле. А наиболее полно она открывается для игрока только после получения всех концовок и, что немаловажно, прохождения секции Анна, которая идет как спин-офф к игре, но, по сути, подводит максимально честный итог истории. Джилл не решает все свои проблемы разом, выходя из апатично-депрессивной комы и заводя себе новых друзей. Нет. Она просто принимает взрослое решение идти дальше. Именно ее личностные качества помогли многим увидеть Джилл друга, которому можно доверить личные переживания. Но она осталась таким же закрытым и замкнутым человеком, каким и была. И это груз, который Джилл добровольно согласилась нести. В конце концов, я даже не могу вспомнить, что не дало мне извиниться. Гордость, страх, жалкое желание превратить лучшего человека из всех, что я любила, в воспоминания из прошлого. Кому какая разница? Я потеряла шанс извиниться перед ней навсегда. Поистине навсегда. Я такой кусок дерьма. Эгоистичный кусок дерьма. Напоследок позволю себе еще один референс. Наверняка у некоторых зрителей он напрошился с первой минуты ролика. The Red Strings Club. Специально для этого видео я решил перепройти игру, дабы сопоставление было более точным. Так что если тебе нужен видос по этой игре, тоже маякнешь в комментариях. Клуб Красных Нитей – это еще один бар из игровой вселенной за издательством Devolver Digital, изюминка которого – бармен с большой буквы «Б», создающий коктейли под стать настроению клиента. Помнишь, я говорил, что мне было тяжело поиграть в Valhalla? Во многом это связано с камерностью и обилием экшена в игре от Deconstruct Team, которые не идут ни в какое сравнение с меланхоличностью и выдержанностью Valhalla. Неспроста дисклеймер перед началом последней рекомендует тебе расслабиться и отдаться комфортному погружению. К тому же, стрингсы — это все-таки нарративный point-and-click, который лишь содержит в себе элементы жанра визуальной новеллы, в то время как Valhalla — это новелла в чистом виде. Однако, как ни странно, эти две игры сопоставимы с большим трудом. Их подход, если не считать тематику и отдаленную жанровую схожесть, буквально противоположен. Если в стрингсах главное — это видимая линия повествования, а система второстепенных персонажей имеет вторичное значение, то в Valhalla самое главное — это именно персонажи. Такую игру невозможно сделать настолько же камерной, как стрингсы, ведь она требует длительного погружения. Это как делать сериал длиной в одну серию. Лично мне показалось, что Valhalla дает более глубокий именно нарративный экспириенс, нежели стрингсы. Хотя обе игры оставили на мне неизгладимый эмоциональный след, истории стрингсов существуют во многом ради истории, тогда как Valhalla формирует полноценную мини-вселенную, где приоритетное место занимает именно грамотная отрисовка персонажей, каждый из которых обязательно тебе запомнится. Таким образом, Valhalla — это поистине глубокая игра-психотерапия и по совместительству идеальная визуальная новелла. Множество интересных фактурных персонажей делает историю запоминающейся, а мир — живым.
В свою очередь, мастерское развитие скрытого сюжета обеспечивает плавное погружение в невероятно богатую историю о самых обычных, но в то же время тяжело решаемых проблемах. Вальхалла — это о том, откуда брать силы, чтобы справиться с испытаниями судьбы. Вальхалла — это твой личный психотерапевтический сеанс, твой уникальный игровой экспириенс и твой незабываемый собеседник, который залечит наболевшее одиночество. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, также залетайте в ТГК, там можно мило пообщаться, пообсуждать спойлеры к новым видео и почитать мой щитпост, конечно. Спасибо Василису Лагуза, Кисиш и Облачки за помощь в озвучке видеоролика. Также выражаю просто огромную благодарность тем, кто на меня подписан, вы даже представить себе не можете, как это сильно меня мотивирует. Это был Гличи. До скорого. Что же такое Вальхалла, спросишь ты, зритель? А я отвечу. Мыши заебали. Иногда он просто до одурения, а иногда мыши скребут так, что я их убью, блять. В конце концов, мыши умрут смертью храбрых. Такой подход к... А он вообще бибоп или бибоп, блять? Ударение в названии ковбой бибоп падает на второй слог. Ковбой бибоп. Да он же бибоп, блять! Вы че, ебанутые? Джазовый стиль, бибоп, блять. Ну, ковбой бибоп получается. Такой подход к формированию истории и представлению персонажей напомнил мне культовое аниме 98 года «Ковбой Бибоп». Я же сам сказал «Ковбой Бибоп», сука! Ведь даже самые честные люди иногда врут. Допустим, Гличи. Я так и не понял, а как Балатра Тагамать? А как Балатра Тагамать? А как Балатра Тагамать?